Итак, всем привет! Мы посмотрим на функции macOS Ventura помимо Stage Manager. Здесь включается Stage Manager. Эта функция позволяет упрощенно переключаться в процессе работы между окнами. Окна попадают в левую сторону экрана, и между ними можно переключаться. Допустим, у нас есть видеофайл. Давайте достанем видеофайл. На примере какого-нибудь. Давайте сперва установим Final Cut. Stage Manager это не только переключение между окнами, а еще и суперфункция, которая позволяет перетаскивать объекты. Вот у меня Finder, и я могу взять музыку и достать оттуда. И поместить ее обратно. Достаем. Помещаем обратно. App Store то же самое. И та же самая история делается с всеми другими программами. Сейчас у нас скопируется. Запись ведется на внешний накопитель, потому что хочется одним файлом записать. А у меня, как обычно, на томе с Вентурой нету места. В целом, греется компьютер. Да на первых бета-версиях всех систем абсолютно все греется. Все, кроме часов Apple Watch. Однако я не ставил WatchOS 9. Почему не ставил? Потому что откатить назад на WatchOS 8 я не смогу. Нужно покупать специальное дорогое оборудование, чтобы откатить часы с помощью компьютера Mac или Hackintosh, подключив часы непосредственно к компьютеру Mac. Давайте мы запустим Final Cut и сделаем такую интересную из презентации, попробуем сделать с вами одно интересное движение. Я рассматриваю Stage Manager после релиза macOS Ventura как функцию, которую я буду использовать каждый день при работе за компьютером. Функция Stage Manager мне очень-очень пришлась по душе. Так, вот у нас Final Cut. Давайте создадим проект. Неважно название его, даже не важно разрешение. Я просто хочу кое-что попробовать на ваших глазах провернуть. Вот у нас есть видеофайл. Давайте зайдем. Да, вот у нас видеофайл. Мы берем этот видеофайл. Давайте скопируем на рабочий стол. Так будет удобнее. Мы берем и перетаскиваем. Да, прямо в Final Cut. Есть контакт. Да-да-да, можно, оказывается, перетаскиванием заниматься прямо в окно, которое используется в Stage Manager. Это делать можно. Это можно. А что если я отсюда вот удалю? Вернусь на рабочий стол и закину в окно Finder, которое находится в Stage Manager. Да. Этим вот можно пользоваться. Я буду Stage Manager обязательно пользоваться. Функция на самом деле очень полезная, как про нее говорят. Ну что у нас тут еще? У нас улучшена безопасность. И все функции, которые перечислены компанией Apple в iOS 16, дублируются на macOS. Про настройки мы с вами уже говорили. Это новые настройки, похожие на iPadOS. Stage Manager, кстати, даже появился в iPadOS 16. Реализовано это также, но есть одно но. Ярлыки программ на рабочем столе. В рабочем пространстве. Очень сильно и быстро кушает аккумулятор macOS Ventura. Как-то вот первое впечатление положительное, но система требует очень хорошего допила такого. Я предлагаю вам зайти на сайт Apple. Stage Manager очень запомнился вообще, в принципе. Можно вот отменить
отправку сообщения, установить время, когда оно будет отправлено, следить за этим и добавлять ссылки. И улучшенный поиск у нас присутствует. Улучшенный Spotlight. Давайте сначала почту посмотрим. Запланировать, напомнить, отменить отправку. Защищать действия в почте. Пускай это синхронизируется. Я буду действовать. Я никогда не действую по шаблону с сайта Apple, но я думаю, что... Я просто не обзорщик. Я снимаю свои впечатления о новых системах. Я не хочу грузить вашу голову умными мыслями всякими, занимать ваше драгоценное время. Поэтому давайте пробежимся быстренько. Напомнить. Вот. Напомнить. Через 1 час. Появилось вот. Напомнить. Что там сказано еще у нас на сайте? Вот напомнить. Отменить отправку. Ну, я не могу сейчас никому послать письмо в почту, потому что мало кто у меня пользуется стандартным клиентом почты. Поэтому давайте пройдем дальше. После релиза, я думаю, я сниму еще раз. То, что мы не посмотрим сегодня, мы посмотрим осенью, после релиза системы для всех в App Store. Spotlight. Улучшенный поиск по файлам, по документам, даже категории, настройки, фото. Вот. Поиск по фотографиям. С помощью функции Live Text можно искать фотографии с текстом. Новый дизайн. И Quick Actions. Это быстрые действия. Например, мы пишем часы. Давайте попробуем. Создать таймер. Safari Passcase. Групповые вкладки. Про сообщения я рассказывал. Можно изменить сообщение. Stage Manager. Также есть вот Continuity камера. В будущем, с помощью дополнительного аксессуара мы можем прикрепить iPhone к MacBook и использовать это как веб-камеру. Handoff пришел в FaceTime. Про то, что я все время пытаюсь сказать, но мне некому позвонить, чтобы проверить. Мы можем переключаться между iPhone, Mac, iPad мгновенно во время нашего звонка. Общая библиотека фотографий. Также представили Metal 3, я тоже об этом забыл. Новый Game Center, доска Game Center. Про новые настройки мы с вами разговаривали. Privacy, Security. Можно использовать функцию Live Captions. В iMessage также можно перевести аудио в текст. Например, мы голосовое сообщение записали, можно перевести в текст. Про приложение погода я рассказывал. Альтернативное приложение часы новое. Про это я не сказал, да. Новые фильтры в заметках. Измененное приложение дом. Новые мемоджи. А теперь перечень совместимых устройств. Еще раз поговорим по поводу перечня совместимых устройств. Это iMac от 2017 года и новее. Это iMac Pro 2017 года. MacBook Air 2018 года и новее. MacBook Pro 2017 года и новее. Mac Pro 2019 года и новее. Mac Studio новый 2022. Mac Mini 2018 года и новее. И MacBook простой 2017 года и новее. Я так думаю, что мы дождемся финала. Я соберу все функции новой системы. Мы еще разик поговорим уже о финальной версии macOS Ventura. Соберем все особенности и функции, которые попадут в релиз, и поговорим. В целом система хороша, но есть свои минусы. Минусы в том, что греется компьютер, загружается не сразу. Обычно система запускается у меня сразу моментом. В комментариях просили рассказать про ноутбук.
я услышал, мы это все обсудим в новых роликах. А также меня просили подсказать, какой MacBook взять вот на момент 2022 года. Я так думаю, что если я отвечу в комментариях на этот вопрос, это будет неправильно. Мы снимем еще один ролик, где поговорим на эту тему. Всем спасибо за просмотр. Не ставим новые системы, ждем финал. Финал состоится, обычно iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS выходят в сентябре, после сентябрьской презентации. Релиз кандидаты, а на следующий день финальные версии. А macOS обычно на месяц позже. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Ну а мы увидимся с вами очень скоро в новых роликах. Всем пока!